Хочу рассказать, почему я съедаю по 4 яйца каждый день. Много лет назад я провел семинар в ExxonMobil, и больше они меня не приглашали. Я позвонил с предложением провести еще один. Обычно я провожу целую серию. Ответом было: вы рекомендовали 45 яиц в день. Я говорю: нет, я не говорил 45 яиц в день. Я сказал 4-5 яиц в день. Они ответили: ну тогда приезжайте. Обычно я съедаю по 4 яйца, иногда бывает по 5 в день. Конечно же, я не съедаю их все на завтрак. Они идут в мой первый прием пищи где-то в 1 дня или в 2, а иногда в 3. Одна из причин, по которой я регулярно ем яйца, помимо того, что я их очень люблю, заключается в их анаболическом эффекте. Анаболический означает превращение в мышечный или другой белок. То есть, благодаря этому в организме образуется больше белка. Для наглядности я нарисовал шкалу типов белка и указал проценты. Яйцо. 48% яйца превращается в ткани организма. Я говорю не об усвоении. Реально, 48% этого яйца превращается в ткани организма. И это самый высокий показатель, не считая грудного молока. Но если вы не младенец, вам его не получить. Если взять мясо, рыбу, птицу, то показатель 32%, что намного ниже. Яичный белок 17%, что интересно, потому что этот холестерин и жир помогают в анаболическом действии. Дальше, соя всего 17%. Может, она и богата аминокислотами, но не так хорошо преобразуется в ткани организма. Молочные продукты, сыр и творог, сыворотка — 16%, очень низкий процент. Спирулина — 6%. Если взять 4 яйца, то это получается 24 грамма белка. Умножаем на 0,48, получается 11,52 грамма преобразуется в ткани организма. Из 24 граммов белка в мясе только 7,68 грамма преобразуется в ткани. То есть придется съесть больше мяса, чтобы получить тот же результат, как от 4 яиц. Молочные продукты только 3,84 грамма из 24 превращаются в ткани. Сами видите, придется съесть больше молочных продуктов, чтобы добиться того же эффекта. Так что яйца очень эффективно преобразуются в ткани. Но это не все. В яйцах очень много нутриентов. В них есть почти все витамины и микроэлементы, кроме витамина С. В них витамины группы В, холин, хорошие жиры, вот они. В них есть DHA, EPA, а еще много полезных для глаз каротиноидов. Они предотвращают дегенерацию желтого пятна. В них есть холин, предотвращающий жирную печень и благоприятно влияющий на нервную систему. Если вы опасаетесь, что употребление яиц повысит холестерин, помните, нет никаких доказательств, что яйца повышают плохой холестерин, липопротеины низкой плотности. Повысится хороший холестерин, липопротеины высокой плотности, а это не навредит сердцу, так что не волнуйтесь. В общем, я хотел поделиться информацией и порекомендовать к употреблению органические пастбищные яйца. Они чуть дороже, но они того стоят. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.